Добрый день, 22 июня. Сегодня по заветам Адольфа Илоизовича Дональд Фредович, или как там его по батюшке, вероломно сбросил бомбы на Иран. Ну, я прикалываюсь, конечно. Да, ну вроде как сбросил, отписался в своем True Social, что самая великая нация показала всем, как надо делать вещи. Вроде бы разбомбили все, три места, где иранцы обогащали уран свой или что там. Не знаю, как это точно называется, но суть от этого не меняется. И вроде как вот на момент почти часа дня, когда я выходил гулять, видео подтверждения или там каких-то визуальных еще не было, но уже была куча всякой информации, что будто бы применялись вот эти самые бомбы, которые глубинные, которые только у них и бесценные там вообще. И также 30 томагавков якобы они с подводных лодок или откуда-то запускали. Ну, не знаю, время покажет, как оно там, что было на самом деле и насколько велики там повреждения этой инфраструктуры иранской. Пока считается, что якобы все поразили и все разрушили. Я лично думаю, что нет. Укрепления там в этом Фарно или как-то такие серьезные, там гора это неизвестно сколько метров, сколько там этих туннелей, на какой глубине оно все находится. Если даже представить, что они кидали одну за одной и все эти бомбы ложились прям четко в 5 копеек, ну или как там, вместо разрыва этого, то, возможно, не знаю, не важно, как там на самом деле, важно, что сейчас делает Иран. И я опять включаю лысую гадалку и вангую, что не сделает он ничего. Потому как делать им уже нечего. Как говорится, полностью они все просрали. ПВО выбили евреи. Господство в воздухе 100%. Теперь у них остается только какие-то шайтан-вылазки там террористические, не знаю, не более того. Ну и то, наверное, побояться, чтобы остатки им не покромсали. Поэтому я думаю, что-нибудь опять поназаявляют, опять видеороликов и им нагенерируют, как они всех побеждают злобно, и в итоге, как обычно, ничего дальше не будет. Надеюсь на это, скажем так. Не хотелось бы каких-то еще, ужесточений и разных бомб и так далее. Иду сейчас, листаю Telegram в надежде найти какие-то новости по бомбардировкам этим американским. Ничего особенно нету. Порадовал только Шари. Поразительный человек. Я не знаю, как его правильно назвать. Это, кто он вообще там. Он себя позиционировал как журналист, а потом как политик, а сейчас непонятно кто. Медийная личность, скажем так. Вот эта медийная личность. Нашел, конечно, время, разродился постом сейчас. Как он думает, так в конце прямо написал, так думаю. Как он думает, что теперь придется делать Ирану. Вернее, не придется, а что теперь будет делать Иран. То есть он на серьезных щах говорит, что теперь, когда вот так его, посыл там чувствуется, вероломно разбомбили и вообще незаслуженно нападают. Это я уже свои выдумки там насчет заслуженно нет. Так мне почувствовалось в тоне этого текста. Теперь он вынужден будет пойти по корейскому сценарию. И все-таки сделать бомбу. И это будет его надежда на защиту. То есть такое ощущение, что человек вообще не понимает, что сейчас происходит. Как будто он, я не знаю, не видел последнюю неделю, да? То есть он вообще не берет в расчет, что сейчас уничтожено все ПВО, там самое глобальное, какое было у Ирана, что господство в воздухе абсолютно потеряно, что разносится все подряд по инфраструктуре, что уже там даже Трамп, трусичка, который до последнего тянул, там и тот уже отбомбился. А он серьезно считает, что теперь Иран как соберется, как в режиме,
партизанского существования углубит Фордо, это, если оно еще там осталось, и как сделает там бомбу, и скажет, никаких инспекций, вот это вот все. Блин, ну читаешь, прям улыбаешься, ну как так можно? И, блин, у человека подписчиков, там, я не знаю, 1,5 ляма в телеге, там на ютубе неизвестно сколько, не знаю, не смотрю его ютуб. Как бы, ну это ужас просто. Это ж так надо окучивать этих хомячков, несчастных подписчиков, чтобы они... Вот человек несет такую ахинею. Ну как это можно даже? Ладно, ты вообще не имеешь критического мышления. Ты, блин, ну о чем речь? Ну, я не знаю. В общем, поразило меня, конечно, в самое сердечко. Ну, я, конечно, знаю, что люди в целом не особо отличаются умом и сообразительностью, но когда смотришь именно на живое воплощение этого выражения в виде шария, количество его подписчиков, статей, которые он там публикует. Интересно, как он там окучивает их всех на платный канал заходить, там, инсайдами, в кавычках. В общем, глаз радуется, так сказать. Лох не мамонт, лох не вымрет. Ладно, я так подумал, если, не дай бог, посмотрит какой-нибудь адепт шария, для него прям будет непонятно вообще, о чем я говорю. Как бы великий и могучий учитель написал такой текст проникновенный, а этот непонятный нонейм там что-то бухтит на него. В общем, наверное, надо объяснить, да, что произошло, как бы, о чем знаю я, даже я, нонейм какой-нибудь там с IQ, дай бог, 80. 13 числа Израиль начал свою операцию в Иране. С тех пор, по сегодняшний день, уничтожено практически 80% ПВО всего дальнего и так далее. Причем большая часть мобильных установок и подобной техники была уничтожена изнутри Ирана. То есть диверсионные группы, инфильтрованные агенты и так далее и тому подобное. Аналог операции «Паутина», там даже украинская была и все такое. То есть, как бы, да, высокий уровень организации. Плюс там больше 20 наивысших командных чинов израильских военных, иранских военных чинов уничтожены. Несколько ученых, самых-самых ядерщиков тоже. Предприятия по производству этих самых центрифуг, которые обогащают там всяческие объекты военного назначения, научного назначения, все это вынесено нафиг. Это за неделю силами самого Израиля. Ну, понятно, что при поддержке кибер там и так далее США, это не без этого, но сам факт. То есть мы понимаем следующее. Иран находится сейчас на момент 12 числа, скажем так, он находился в наивысшей своей точке развития, как я вижу. То есть наиболее мощный. Помогал Россиюшке, подписал с ней там какой-то договор о безопасности, слил ей технологии там каменного века, скажем так, эти шахеды, которые Великая Россия без него не могла разработать, как время показывает и жизнь, да? Вот. И он был, ну, на самом пике могущества. И сейчас Израиль полностью, как бы, его, как сказать, ну, это не демилитаризация, а что-то похожее, да, начало, скажем так, полностью его прижимает к ногтю. Ответить ему нечем, по сути, Ирану. То есть он там делал какие-то обстрелы, 400 ракет или около того, израильтяне просто сбили там и такое же количество дронов. Какие-то там прорвались, безусловно, ракеты, но, тем не менее, ничего в Израиле глобально не повреждено, кроме жилых кварталов и там 20 чем-то погибших, ну, огромное количество раненых и так далее. Ну, 20 чем-то это у нас иной раз бывает, так прилетает в подъезды и те же числа. Одна ракета, да, а тут они всей своей мощью вывесили там все красные флаги, какие могли, и максимум, что смогли сделать. То есть и господин Шари допускает, что теперь Иран как разозлится и вот этом всем своем разобранном состоянии, как начнет там что-то создавать. Это при том, что зуб даю, он там наглухо напичкан агентурой Израиля. И если Израиль умудрился Иран на пике поймать и на место посадить, то что будет в режиме партизанщины, я вообще не сомневаюсь, что будет еще как бы больше и удобней делать это Израилю, нежели когда Иран был, ну, на самом пике. Вот и думайте, граждане. Поэтому как-то так. По поводу гуру шария, по-моему, все ясно.
Так, ну что, я уже догулял, нахожусь в моем любимом бизнес-центре. Это отсылочка к моему вчерашнему видео о платных кладбищах в Германии. В общем, прогулка вышла сегодня очень тяжелой. Прошел я 17,17 километров, ну 17-170 метров, чуть меньше, чем за 3 часа, где-то 2,51, по-моему, в среднем 10 минут километр, но было очень тяжело. Я еще не взял с собой воды специально, сегодня была жара не маленькая, я не знаю, больше 30 градусов. Не посмотрел точно, сколько температура, ну, ощущается, просто парит жестко. Завтра будет уже похолодание, но сегодня прям такая температура. Вот, и пить хотелось всю дорогу, но решил не брать, буду как бы приучивать организм к, ну, в общем, к хождению на сухую. Потому что если пить, будешь потеть. И, в общем, это будет не облегчение, а наоборот, я бы сказал. Да и организм как-то по-другому в условиях жажды себя ведет. Вот. Я еще по дороге съел конфетку сладкую, леденец, где-то там после 10 километров. То последние 2 уже, когда я конфетку дососал, было вообще тяжело. Вот. Сейчас еле языком ворочаю, домой приду. Надо попробовать не набрасываться сразу на воду, а как-то потихоньку рассушиться. Вот. Такой сегодня денек бестолковый. Особо ничем не занимался с утра перед прогулкой. Так там поковырялся по файлам своим видео, посмотрел, что там у меня к чему. Очень-очень много видео не монтированных со всех моих поездок. Надо потихоньку браться за это. Потому как и освежить себе хочется эмоции, и в принципе забарахляться не очень люблю. Хоть и практикую это постоянно. В общем, пойду сейчас домой, да поработаю немножко. До завтра.